Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор новостей, что происходит, какие наиболее важные события и на чем стоит акцентировать внимание для того, чтобы заработать, а не потерять. Так, ну вот на этой неделе произошли с самого начала достаточно позитивные изменения на рынке нефти. И заключаются они в том, что уменьшился спред между Брентом и Уралсом. До этого был очень большой спред. Сейчас спред сократился, но это связано, скорее всего, с тем, что арабы перестали со значительной скидкой продавать свою нефть в Европу. И поэтому спред уменьшился, Уралс более или менее отжался и пошел наверх. Что, соответственно, плюс для Российской Федерации, для нефтяников, ну и для бюджета. Так, текущая ситуация по индексам, что мы здесь видим? Нефть растет, особенно хорошо растет WTI, американская нефть. Так, по Китаю пока идет небольшая негативная динамика по китайскому рынку. Так, ну вот, что думают американские крупняк, инвесторы, управляющие по поводу того, насколько вот этот вот отскок, который пошел, соответствует, не соответствует завершению кризиса. Но вот по большей части все-таки, я так смотрю, склоняются к тому, что это еще не окончание. То есть, возможно, новая волна. Но я, собственно говоря, тоже думаю, что это всего лишь первое такое донышко, которое мы видели в ходе вот всех этих непростых изменений в текущем мировом формате. Ну и вот, в общем-то, еще одно мнение по поводу того, что текущая ситуация, она навряд ли будет иметь V-образный характер, то есть не так, что упали и сейчас сразу начали восстанавливаться. Скорее всего, это будет либо приближено к так называемому L-образному формату или к W-образному формату, то есть когда будет еще одно дно или даже первое дно мы пока еще не достигли. Ну и по динамике колебания цен на активы, текущую ситуацию ее все больше сравнивают именно с 29 годом, не с 2008, не с 2001 и не с 87. Потому что это все-таки именно глобальный кризис, в котором произойдет смена парадигмы экономического и социального развития мира. Ну и вот сейчас все больше развивается мнение, что вот текущая ситуация с так называемой китайской заразой, она не так страшна, как то, что народ сидит по домам, и это гораздо губительнее скажется и на экономике, и вообще на состоянии дел, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. Поэтому сейчас, скорее всего, будут предприняты попытки при малейшем позитивном сигнале относительно стабилизации или завершения развития ситуации с китайской заразой вывести людей на работу и поснимать карантины. Но в США это, скорее всего, будет точно, потому что там уже посчитали, что если после 1 мая люди, в общем-то, останутся в таком же состоянии, то есть по домам сидеть, то там наиболее вероятно, что будет Великая депрессия номер 2. И поэтому сейчас как бы ищут различные предлоги для того, чтобы это реализовать. Вот. Но пока еще устойчивые показатели, которые бы точно, абсолютно, однозначно показывали, что все это завершилось, их нету. Тем не менее, вот Дональд Иванович начинает генерить новые идеи, каким образом можно все это завершить. Для галочки, не для галочки, это будет видно в дальнейшем. Что вот провести так называемое массовое тестирование. И это массовое тестирование позволит выявить проблемные места. Ну и там, где все хорошо, там поснимать карантин и людей отправить на работу. Идея, конечно, здравая, но все-таки здесь, исходя из состояния здравоохранения и менталитета, все-таки Соединенные Штаты это не Южная Корея, где гораздо более конструктивно здравоохранение, где люди более дисциплинированы и где действительно такой подход он возымел действие. В Соединенных Штатах, скорее всего, пока не будет действительно данных о том, что все это завершается более или менее устойчиво, то есть выход новых показателей выявленных инцидентов с китайской заразой не выйдет на устойчивая плата хотя бы там пару недель и не пойдет снижение выявленных новых случаев устойчивое, то как бы до этого момента
я полагаю, скорее всего, ну, снимать карантин и какие-то меры кардинальные предпринимать достаточно рискованно. Это может вызвать волну новую. Но однако, с другой стороны, то есть я полагаю, все-таки в мае ситуация, она должна значительно улучшиться или вообще пройти по большей части. Вот. Ну и как бы здесь уже и экономика начинает по швам трещать. И, скорее всего, все-таки американское правительство и президент какие-то меры предпримут, чтобы, ну, хотя бы выборочно карантин поснимать в Америке, потому что иначе как бы экономики может быть полный трэш. Но хитрый пират Маск, он пошел вместо того, чтобы непопулярные меры предпринимать по поводу того, чтобы увольнять людей, он решил все провести через снижение зарплат. Но в связи с тем, что такая ситуация непростая и могут, в общем-то, продажи либо не соответствовать заявленным оптимистичным, либо вообще упасть. Ну и, соответственно, что он сделал? Он посокращал, сказал, что топы будут получать на 30% меньше, менеджмент на 20% и остальные сотрудники минус 10%. Но как бы на самом деле он на опережение играет, он достаточно мудро поступает, что таким образом делает, потому что ну, заведомо, что доходы будут падать и дальше придется либо людей выгонять, либо заранее денег меньше платить. Так, ну и касательно событий, которые сегодня предстоят, макроэкономических, что у нас здесь важного сегодня запланировано? Так, ну это будет запасы сырой нефти, которые в 17:30 выйдут. И здесь, скорее всего, мы увидим волатильность по нефти, пока не до конца ясно какую. И в 9 часов будет публикация протоколов ФРС. Ну, здесь, возможно, я не думаю, что они какую-то отрицательную ставку будут вводить. Наверное, такого не будет, как в Европе. Равно как и достаточно опрометчиво было бы давать какие-то высказывания относительно того, что в ближайшее время будет рост ставок. Это приведет просто, наверное, к значительной корректировке на рынках и, возможно, к краху. Вот. Но, может быть, будут заявлены какие-то меры дополнительного стимулирования. Вот. Поэтому ключевых времени два на сегодня это 17:30 и 21:00. Так, ну и вот здесь информация по поводу того, как и что будет происходить с добычей нефти, что ее планируют срезать на 3 месяца или за 3 месяца, пока не до конца понятно. Но на самом деле, мне кажется, здесь в течение 3 месяцев надо оперативно реагировать, потому что уже к середине мая при такой ситуации мировые хранилища и танкеры, и вообще все сосуды, которые могут хранить нефть, они будут переполнены. И здесь уже надо будет либо забивать скважины, либо действительно как бы стоимость нефти она станет отрицательной, лишь бы хоть кто-то ее забрал. Так, ну здесь вот по поводу того, что встреча перенесена, обсуждается сокращение на 10-15 миллионов, но без Соединенных Штатов эти договоренности ничего не стоят. А Соединенные Штаты, они этот вопрос будут решать в пятницу, 10 апреля, на встрече министров энергетики G20. В общем-то, вот отношение Трампа по поводу предложений по сокращению нефти со стороны Соединенных Штатов. У Трампа позиция очень простая, в Америке все определяет рынок, и поэтому рынок будет решать, а не там правительство и не Трамп, как вообще сокращать, не сокращать добычу нефти. Вот. Ну, с такой позиции можно ожидать, в общем-то, скорее всего, негативного исхода, даже если какие-то договоренности в четверг между саудитами и Россией будут достигнуты, то в пятницу Трамп может все легко перечеркнуть. Но текущие цены на нефть могут обрушить количество работающих нефтяных вышек в США на 65% уже в самое ближайшее время. То есть, поскольку нефтедобыча США все-таки достаточно дорогая, дороже, чем в Саудовской Аравии и даже дороже, чем в России, то вполне, как мы с вами наблюдаем, каждую неделю падает то там на 40, то на 60 количество. Вот. Вполне может быть так, что будет неделя, когда и на 200 упадет.
То есть и такое естественное сокращение вышек, оно приведет к уменьшению предложения нефти на рынке и более ускоренное соответствие спроса предложению. То есть, ну, такой вот совсем людоедский способ, но тем не менее, если никто не хочет сокращать, то это приведет к тому, что, в общем-то, те производители, у которых производство нефти стоит дорого, они будут отваливаться наиболее быстро. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, низкие цены на нефть и неопределенность, тем не менее, деньги продолжают идти в Россию, в российские активы, в облигации, в акции. Ну, в общем-то, мы с вами рассматривали и видели на графике, что индекс RGBI начал расти. Вот. Помимо этого, произошел отскок на рынке акций. Правда, непонятно, сколько этот отскок еще продержится, но тем не менее, есть все признаки того, что деньги поступают. Вопрос только, какие деньги поступают. Что тут я сомневаюсь, что это западные инвесторы заходят. Скорее, это репатриация капитала продолжается. Так, ну вот вчера во второй половине дня было движение вниз по нефти. То есть вот предполагается, что это движение было связано с тем, что ожидается публикация данных о запасах нефти, API. Вот. А сегодня в ночь поступила информация, что вроде бы идет снижение добычи нефти, ну или прогнозируется снижение добычи нефти со стороны саудитов и других ближневосточных игроков. И на этой новости вроде как нефть уже отскочила в ночь. Ну, пошли стенания, что энергетическая независимость Соединенных Штатов и сланцевая революция умирает при таких ценах на нефть. Ну, не думаю я, что она умирает. Может быть, она немножко замирает на какое-то время, потому что, в принципе, все это оно быстро возобновляемо. Поэтому, на мой взгляд, заявление о том, что американский сланец будет убит и низвергнут, это все, мне кажется, сильно преувеличено. Ну, вот бразильская Петробас накануне встречи снижает производство нефти. То есть, ну, конечно, не сказать, что прям уж такое весомое снижение, но тем не менее, то есть уже как бы показывают, что идут на соглашение и готовы снижать добычу нефти, чтобы цены держать на более или менее приемлемом уровне. Ну и вот еще страсти мордасти. Трамп обещает сократить финансирование ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, потому что, по его мнению, именно они виноваты в текущей ситуации, карантинных и так далее. Ну, как бы они проморгали ее развитие. Вот. Ну, не знаю, здесь надо разбираться, кто на самом деле виноват. Ну, с другой стороны, кого-то же надо назначить для того, чтобы от ответственности уйти. Ну и на текущий момент планируют вот хотя бы Нью-Йорк вывести на работу после того, как проведут массовые тесты на предмет наличия китайской заразы. Вот, ну, посмотрим. Мне кажется, раньше, чем эти тесты проведут, ситуация она сама собой начнет стабилизироваться. Так, давайте посмотрим, что происходит на рынках. Ну, Китай пока в легком минусе находится, минус 0,5%. Вот, ну, здесь как бы ничего страшного, плюс-минус открытие около нуля. Вот, но если такая же ситуация продлится до открытия российского рынка, здесь, наверное, она существенно не повлияет на российский рынок. Но вот фьючерс на американский рынок гапанул вниз. То есть было 2730. Сейчас, соответственно, он скорректировался. Но вот в основание роста предыдущего в диапазон 2650-2620. То есть вернулся оттуда, откуда вот эта эйфория временная произошла. Вот. Ну, соответственно, это, скорее всего, негативно отразится на российском фондовом рынке с утра, потому что высока корреляция. Но есть еще другой фактор, это цена на нефть. Сейчас вот если цена на нефть продолжит свой рост, пробьет 33 и пойдет вот сюда вот на 33,9, здесь у нее определенная цель есть, то мы, соответственно, увидим хороший позитив по российскому рынку. Так, но в любом случае сейчас на текущий момент времени
цена близка к тем значениям, которые были на момент закрытия основной площадки ММВБ, там потом произошел обвал, вот, но тем не менее сейчас вот скорее всего будет негативное открытие, потому что Америка, индекс припал, фьючерс на индекс, вот, ну и нефть, то есть если она сейчас ситуацию в ближайшие там час-полтора не вытянет, то скорее всего по российскому рынку будет либо негатив, либо будет какой небольшой позитив по нефтяным компаниям и негатив по банковской сфере и так далее. Но здесь все-таки, вероятно, произошел разворот, набор позиций. Сейчас единственное, пока этот разворот, он объемами не подтвердился. Но вообще как бы здесь разворотная формация, которая указывает на то, что ну вот первая цель движения 30, 32 и 95 она уже достигнута. Вот, и здесь, соответственно, если она закрепляется, начинает торговаться, то пойдет на следующую цель, которая находится на 33,9. Вот сюда вот. Такое движение, оно будет позитивно для российского рынка. И если на открытии сейчас пока непонятно из-за того, что Америка проседает, а американский фьючерс может быть просадка, то в целом, я думаю, вполне как бы в течение дня нефть может наш рынок вытянуть. Вот если это движение состоится, вот этот разворот, который здесь произошел, и движение продолжится с целью на 33,9-34, то, соответственно, по нашему рынку в течение дня, по крайней мере по банкам и по нефтянке, будет позитив. Ну а с утра сейчас, скорее всего, наверное, все-таки будет либо нейтральное, либо движение вниз корректирующее. Сейчас более подробно по российским акциям мы рассмотрим ситуацию. Так, ну далее давайте индекс доллара рассмотрим. Сразу часовой график беру. Здесь вот нарисовалась разворотная формация после локального роста. Если не будет в ближайшие часы пробито 10.28, то мы вот этот вот разворот увидим его продолжение и движение индекса доллара на 99.92. Такое движение будет являться, ну, скажем так, весомым аргументом для того, чтобы евро укрепилось к доллару. Вот. В том случае, если все-таки будет пробито вот это значение 10.28, 10.29 на растущих объемах, то ближайшая цель движения наиболее вероятно составит 100,83. Вот сюда вот. Вот. Но пока здесь все-таки, я думаю, больше вероятность того, что вот эта разворотная формация будет движение на 99-92. Так, ну индекс российских гособлигаций показывает рост. То есть это, несомненно, плюс для того, чтобы рубль укреплялся к доллару и евро. Хотя вот здесь какая-то небольшая корректировочка, она все-таки, наверное, будет. Вот. Она может быть в ближайшее время, в ближайший день-два. Но хотя бы вот ему надо немножко остыть и сходить вот на 146,88. Вот. Ну и соответственно, то есть такое движение, оно окажет влияние на ослабление рубля против евро и доллара. Вот. Но здесь и другой вариант возможен. Если будет пробито 147.71 и пойдет дальнейший уход вверх, то, соответственно, это плюс для укрепления российской валюты. Но пока здесь больше факторов указывает на то, что все-таки будет какое-то корректирующее движение. Сначала 147.32 вот сюда вот, и потом, если здесь будет пробито движение вот сюда вот в этот диапазон 146,8.